Здравствуйте, мои дорогие! В прошлом ролике я вам показывала, как приготовить гефилте-фиш, традиционное блюдо еврейской кухни. Сегодня все гораздо проще, чтобы не было возни, но на столе хочется, чтобы была рыба. Я покажу вам еще один рецепт, тот, чем я заменяю на самом деле гефилте-фиш в последнее время. Итак, у меня есть тот самый карп. Посмотрите, какой он. Здесь где-то примерно 1,5 килограмма он, такой красивый. И я просто его выпотрошила. То есть вытащила все, что внутри, хорошо промыла. Мы будем его сегодня запекать. Но запекать не просто так, а с неким очень интересным соусом. Для начала подготовим подушку для запекания. В моем случае это будет картошка и репчатый лук. Я нарежу лук и картошку просто полукольцами. Не очень тонко, то есть чтобы лук не сгорел и картошка не сгорела, потому что запекаться это будет порядка там 40 минут в духовке. Все нарезаем. Просто как вам удобно, как вам нравится, как вам быстрее нарезается. Я все нарезала. Теперь мне нужно это заправить какими-то специями. Немного масла. В обязательном порядке перец, соль. Что я возьму? Возьму тимьян сегодня. Ну, на самом деле, вы же понимаете, здесь история такая. Что вам нравится, тем и заправляете. Я хочу паприку. Сколько-то паприки. Друзья мои, все. То есть это все перемешали, чтобы везде специи распределились полностью по всей площади. Форму для запекания, ту, в которой будем запекать нашу рыбу. У меня вот такая круглая сегодня будет форма. Я выкладываю все, что мы намешали, на дно этой формы. И, в принципе, в середине делаю такую, немного раздвигаю в стороны место, куда мы будем укладывать нашу рыбу. Основу подготовили. Теперь займемся рыбой и соусом. Что мы делаем с карпом? Да просто делаем некоторое количество надрезов, как будто мы собираемся делать стейки из него. То есть по этим надрезам мы потом и будем разделять. Это несложно. Делайте глубокие надрезы прямо до хребта. И все это мы делаем с двух сторон. Осталось приготовить только соус, которым мы будем обмазывать карпа, прежде чем отправлять в духовку. Я сегодня не хочу использовать чего-либо молочного, но и майонез тоже не хочу. Мы на самом деле сделаем с вами такой немного брусничный соус. Дело в том, что я вот нашла у себя в холодильнике бруснику замороженную, я ее разморозила. Будем делать на основе брусники. Обычно брусничный соус делают к мясу, но именно у карпа такая достаточно плотная структура, мясо очень плотное, и поэтому вот брусника в эту историю тоже очень неплохо. Кроме того, у брусники такой терпкий вкус, который оттенит сладость мяса карпа. Карп сладкая рыба, ну действительно сладкая. Конечно, лимон это не отменяет, но основа будет брусника. Итак, я бруснику выложила в процессор. Что мне нужно? Мне, естественно, нужна соль. Мы ей придадим такой пикантный вкус, поэтому перец, соль обязательно здесь. Причем так, не жалейте перца. Соль, я думаю, что где-то 1,5 чайной ложки соли. Что я сюда еще хочу? Немного сладости. У меня это силан. Вы можете взять сахар, вы можете взять какой-то другой сироп.
вы можете взять мед, все, что вам нравится. Немного силана и зеленка, моя любимая зеленка. Все, кто смотрит мой канал, уже видели, конечно же, этот рецепт, как я храню зелень. Если нет, я дам ссылочку в описании. То есть вот универсальная моя приправа из зелени. Если нет зеленки готовой, то просто нарубите зелень. Что я вам могу сказать? В зеленке есть тоже соль, перец немного, есть немного чеснока. Ничего этого не помешает нашему соусу. Немного масла я сюда добавлю. И лимон. Немного лимона. Друзья мои, могу даже взять рыбный нож, потому что весь лимон пойдет сюда же. Друзья мои, не цедру, не лимонный сок, а возьму и перебью здесь лимон. Кислинка тоже с горчинкой, которая вместе с брусникой дадут пикантный, хороший вкус. Те, кто знает, те, кто за мной опять-таки следит, они знают, что я люблю цедру лимона в том числе. Я ее использую в салатах и не боюсь вот этой вот белой прослойки, горчинки. Она мне нравится. Если вам не нравится, то снимите просто цедру и отожмите немного сока. Итак, мы все сюда сделали. Просто все это перебьем. Попробуем. Отлично. Единственное, мне не хватает сладости, поэтому я добавлю еще силана, меда, то есть чего-то сладкого. Причем реально не хватает. Еще раз перебью. И снова попробую. А теперь оно очень вкусно, богатый вкус. Реально у нас получится просто бомбическое блюдо. Что нам остается сделать, это отправить нашего карпа в форму. Такой вот у меня даже хвост будет свисать в этой истории. Немного ему места еще освобожу. И обмазать весь его нашим соусом. Я это буду делать прямо в форме. Просто в каждый разрез я наливаю соус, который у нас получился. Друзья мои, духовка нагрета. Что я хочу еще сделать, это порежу лимон кусочками и вложу, так скажем, в какие-то расщелины, в какие-то надрезы нашей рыбы. Можете делать, можете не делать. Я люблю лимон в этой истории, в общем-то, совершенно не мешает. Те, кто не особо любит, пожалуйста, можете не использовать. То есть какой-то особой пикантности это не придаст, но, опять же, как разделили, немножко сыграет роль украшения. Что делать с оставшимся соусом? Значит, во-первых, этот соус можно поставить на плиту и выпарить, сделать просто густой соус, который можно использовать как что-то, какой-то пикантный. Можно есть сырым на самом деле, но я предпочитаю его немножко подзагустить на плите. Его можно заморозить и потом использовать также для рыбы или для мяса. Соус достаточно вкусный, попробуйте однажды сделать, и я думаю, что вы будете этим пользоваться. И последний кусочек я просто отправлю ему в брюшко. Духовка 200 градусов. В моей духовке это примерно 40 минут.
Вы ориентируйтесь по своей. Скоро встретимся. Итак, мои дорогие, рыба готова. Я немного передержала даже ее в духовке, но это не страшно, потому что шкура у карпа, она такая очень твердая, и даже чуть подгоревшая корочка все равно будет мягкой, тем более, что все было у нас залито соусом. Я выкладывать куда-либо эту рыбу не буду, потому что она в таком виде сейчас уедет в гости, там мы ее разогреем и уже подадим на стол. Я чуть-чуть отковырну снизу, надеюсь, меня простят мои друзья. Ну, я не надеюсь, я знаю, что они меня простят, просто чтобы передать вам, какой вкус у нее получается. Вот я маленький кусочек схватила. Ну, нежнейшая рыба, пикантная, картошечка пропеклась, мягкая. Ну, это просто чудесно. Как альтернатива фаршированной рыбе на стол, а у нас грядут большие праздники, вполне себе сгодится. Готовьте, готовьте с удовольствием, радуйте родных, друзей, близких, и пусть у вас всегда будет хорошее, вкусное настроение. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.